Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Общее число жертв мощного землетрясения, произошедшего в понедельник на юго-востоке Турции и в северной части Сирии, превысило 23 тысячи. Тысячи зданий лежат в руинах, десятки тысяч семей остались без крова. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше. ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы до конца не ясен. Спасатели все еще ищут выживших, но надежды угасают спустя 5 дней после первого землетрясения. Десятки тысяч людей провели пятую морозную ночь в импровизированных убежищах после того, как потеряли свои дома. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган назвал землетрясение катастрофой века. Сотрудник благотворительной организации Islamic Relief Салах Абугласем, который помогает спасателям в городе Газиантеп, оказавшемся рядом с эпицентром землетрясения, сказал: «Спасатели работают и все еще верят, что чудеса случаются». Всемирная организация здравоохранения заявила, что перед гуманитарными организациями стоит нелегкая задача обеспечить выживание тех, кто пережил все это. Как сообщил представитель ВОЗ, тысячи людей сейчас пытаются выжить под открытым небом в ужасающих и ухудшающихся условиях, без доступа к воде, топливу, электричеству и связи при минусовой температуре. В некоторых местах, близко к эпицентру в четверг, ощущались остаточные толчки и сохранялась угроза обрушения едва уцелевших зданий. Серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты сейсмобезопасности при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Экономические потери в результате стихийного бедствия трудно подсчитать, так как ситуация продолжает развиваться не в лучшую сторону, но по оценкам агентства Fitch Ratings, они, вероятно, превышают $2 миллиарда и могут достичь 4 миллиарда. В Турции число раненых составляет 72 879 человек, заявил вице-президент страны Фуат Актай. В Сирии ситуация еще более тяжелая. На севере Сирии остается последний анклав, который контролирует не режим Башара Асада, а повстанцы. Разоренный многолетней гражданской войной, он теперь еще и сильно пострадал от землетрясения. На 4-й день после землетрясения туда добралась первая колонна ООН с гуманитарной помощью. Как сообщается, 6 грузовиков проехали через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в Идлибе. 4 суток доставка гуманитарной помощи в этот регион задерживалась из-за разрушенных дорог и проблем с логистикой. По данным группы гражданской обороны в Сирии, погибло по меньшей мере 3377 человек, в том числе 2030 человек в контролируемых повстанцами районах на северо-западе и 1347 человек в подконтрольных правительству районах Сирии, по данным сирийских государственных СМИ. До землетрясения местные жители, в основном женщины и дети, полагались на гуманитарную помощь, но природная катастрофа поставила их на грань выживания. Получение помощи на северо-западе Сирии оказывается огромной проблемой. Маршруты, по которым может быть доставлена помощь, и которые раньше существовали в этой стране, где гражданская война идет почти 12 лет, с годами постепенно закрывались. В настоящее время на территории, удерживаемой повстанцами, остался только один такой переход – Баб-эль-Хава. Он остается открытым только благодаря мандату Совета Безопасности ООН. Мандат был вновь продлен в январе еще на 6 месяцев. Но повреждения, нанесенные дорогам во время землетрясения, означают, что маршрут был закрыт на несколько дней. Даже когда переход используется, доставить помощь через него по-прежнему чрезвычайно сложно с логистической точки зрения.
Из-за политической ситуации колонны с гуманитарной помощью не могут без разрешения добраться до удерживаемых повстанцами северо-западных районов Сирии. Правительство Сирии запросило у Европы гуманитарную помощь для поисково-спасательных работ через 2 дня после разрушительного землетрясения, подтвердила Европейская комиссия в среду. Но на севере Сирии число погибших, вероятно, резко возрастет, поскольку под обломками находятся сотни семей и множество городов, куда не прибыли спасательные команды. Правительство Дамаска разрешает ввоз помощи в регион только через один пограничный переход. Он сопротивляется открытию помощи северным районам, потому что считает, что помощь подрывает суверенитет Сирии и снижает ее шансы на возвращение контроля над регионом. Сирию обвинили в политической игре с помощью после того, как посол Сирии в ООН Басам Сабак заявил, что его страна должна нести ответственность за доставку всей помощи в Сирию, в том числе в районы, не находящиеся под контролем сирийского правительства.